Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Осень – это время, которое просто невозможно для меня без тыквенного супа. И на канале уже есть несколько рецептов этого самого тыквенного супа. Немного они отличаются. И сегодня будем готовить очередной очень-очень вкусный вариант. И как всегда, все очень просто. Следите за руками. Поехали! Духовку разогреваем до 410 Фаренгейта, 210 Цельсия. Тыкву разрезаем пополам и ложкой выскребаем все семечки, волокна, а также ножом на мякоти делаем неглубокие диагональные надрезы. Берем форму для запекания, застилаем бумагой для выпечки и выкладываем туда половинки тыквы. Лук я использую красный, тоже пополам и в форму. Сладкий красный сезонный перец. Удаляем перегородки, семена и половинки тоже в форму. Головку чеснока режем пополам и тоже в форму. Можно положить прямо в тыкву. Помидорки у меня маленькие, можно вообще использовать черри. Режу их пополам и распределяю также по форме. Масло у меня хорошее оливковое. Берите любое растительное, которым привыкли пользоваться. Сбрызгиваем хорошенько все это сверху. Обязательно свежемолотый черный перец. Соль, само собой. У меня розовая гималайская. И какие-нибудь ароматные травки-муравки. Можно сухие, можно свежие. Я сегодня использую обычный тимьян и лимонный тимьян для такого интересного экзотического вкуса. Часть кладу веточками, а часть разбрасываю листиками. И всю эту красоту в разогретую духовку на 50-60 минут. Посмотрите, какая красота, как это все подрумянилось, запеклось. И пахнет это просто безумно вкусно. По всему дому сейчас эти самосводящие ароматы. Есть хочется невозможно, но нужно еще немного подождать. Во-первых, дать этому слегка подостыть. И когда все подостынет, перекладываем в стакан блендера или в какую-нибудь чашу, если решите воспользоваться ручным. Дожидаться полного остывания не нужно, чуть-чуть. И затем уже туда выскребаем ложкой мякоть тыквы, отделяя ее от кожицы. Помидорки туда. Если хотите, с перца можно снять кожицу. У меня блендер мощный, а в кожице много пользы. Лук половинки в блендер и из головки выдавливаем зубчики чеснока. Добавляем еще немного свежего тимьяна или любой зелени по вкусу, немного сливок и горячий овощной или куриный бульон, какой больше нравится. И все это вжихаем хорошенько до состояния однородного пюре. Если получается слишком густо, можете добавить еще немного бульона или просто кипятка. Суп готов. Если не собираетесь есть сейчас, лучше его дополнительно тогда прогреть, довести до кипения. Ну и опять же, если он уже остыл. Если все еще горячий, можно сразу подавать. Прям какое-то произведение искусства. Даже есть жалко. Так красиво. Но надо. Ну надо. Ну раз надо, Надо так надо. И суп, и сыр, и крекеры. Осень в ложке. Я даже оделся, это праздничное, прям праздничное блюдо, мне кажется. День благодарения. На каждый день благодарения такой суп у всех должен быть. Ну это какое-то сочетание вкусов, просто даже не знаю, какое слово сказать. Какое там это? Язык отыквенел. Отыквенел язык полностью, и мозг отыквенел. И такой вот нежный какой-то кремовый, такой велюте. Даже помню, суп такой есть. Мне кажется, это прям вот про него. Оно. Он такой бархатный суп с прекрасными текстурами дополнительными в виде крекеров. И вкусы просто улетные. Всем срочно надо.
Мгм. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Я под видео очень жду ваши лайки, комментарии пишите, пожалуйста, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. И не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали. И друзей сюда зовите, чем нас здесь будет больше, тем видео будут выходить чаще. Всем желаю отличной, вкусной осени. До новой скорой встречи. Пока-пока.